этот ритуал. От злых чар называется. Это когда кто-либо... Кстати, вот эти вот свечи, тоже забыла сказать, отнесите вместе с ним. Сразу потушите после ритуала. Надо было взять, мне эту штуку забыла. Потушите эти свечи. И эти свечи тоже вынесите. Не имеет значения, как он кружился. Хоть он по часовой, хоть через голову вашу кружился. Здесь дело не в том, как он кружился. Дело в том, чтобы вы правильно сделали. Ничего страшного. Отвалились ноги, без ног отнесите. Это что такое? Отнесите без ног, хрен с ним. Значит, у него скоро ноги отвалятся. Если бы вы ему еще член прилепили, он бы отвалился, было бы вообще красота. Все. Да. Спички, вода. Можно в черную ткань, чтобы было покультурнее. И свеча одна. Переходим к очень древнему заговору, очень древнему, которому уже несколько тысяч лет. Внимание. Может быть, кто-то этот заговор знает, допускаю. Может быть, где-нибудь и встретите, может, где-нибудь. Хотя навряд ли, может быть, у знающих людей встретить или где-нибудь там кто-то написал, все-таки сказал, потому что это распространенный заговор, но только у ведьм, у ведавских семей. Поэтому это не мой заговор. Но это древний, очень древний, который я хочу вам подарить, чтобы оно у вас было. Обычно я свои отдаю, потому что не считаю, что я имею право, да, раздавать чужие работы. Но это тоже чужие, это народные, но не то, что раздавать, за это есть наказание, не все можно отдавать простому человеку. А вот свои могу я решить, отдать или нет. Но, да, облегчение должно быть. Но есть моменты, когда я вам дарю некоторые древние ритуалы. Я как-то давала еще, если помните, да, сильный призыв на нехорошую погоду, снег или дождь, или ветер. Вот. Свеча, вода, готовьтесь, друзья мои. И, ну, вот эти свои вольты можете потом нам показать, собственно говоря, тоже сфотографировать, положить с этими свечами, сфотографировать, показать, как тогда мы ставили алтари, так и можем вот поставить вот этот вольт, внизу написать, что это был за ритуал, да, ритуал от вредителя. Зеленое — это хорошее вино, да, хорошее зеленое, вся в плесени, как сыр голландский. Нет, не надо на дереве сельфи делать. Делайте дома. На дерево ничего делать не надо. Там надо повесить и уйти сразу же. Сразу, чтобы эти духи сразу начали работать. Итак, дорогие друзья, когда моя мама сильно поссорилась с другим заучем школы, она была зауч, и та ее просто буквально терроризировала, как молодую учительницу, доставала, доводила до слез. Я помню, там такие были бои без правил и все такое. И ей в какой-то момент поплохело просто, стало плохо. А мы все знали, что этой заучей была знакомая женщина, ну, то есть ее дальняя родственница, к которой она ездила в Армению и делала там что-то. Она как-то хвасталась, мол, кто меня обижает, тот потом очень сильно жалеет. И вот мама моя после таких вот разборок с ней резко что-то ей плохо стало. Я помню, что она лежала, значит, ей было нехорошо, ее тошнило, рвало, все такое. И, ну, не буду сейчас, этот наречие не переводится, моя бабушка, точнее, ее бабушка, сказала, это злые чары. То есть что-то напущенное на нее.
ну, начитанная, сделана, потому что ее просто свалило с ног, ей стало плохо. И вот она вот это начитывала на мою маму и умывала ей лицо. И на следующий день у меня мама встала на ноги и после этого вышла из больничного и продолжила идти. Но наша зауч, дорогие друзья, во время уроков упала в обморок. Такая толстая баба, вот такая вот тучная, грузная. Я сейчас восстанавливаю картины своего детства, вспоминая это все. Вот этот момент. Значит, поздравляю вас, Мария, с днем рождения. То есть у моей мамы это было снято, и в течение, наверное, 2-3 дней, когда она уже вышла на работу, все, она мне преподавала, наша зауч, математику. Ей стало плохо на уроке, она упала в обморок. Я помню, что она там язык проглотила, чуть ли не побежали с ложкой, начали вытаскивать у нее. Нас выгнали с класса, мол, идите гуляйте, идите. Ей водой лицо промывали. В общем, ей было плохо. И я запомнила это. Потом, через некоторое время, я помню, что я у своей бабушки попросила, где-то мне было 21 год, где-то так. Я попросила, сказала, там моя тетка ехала в Грузию. Я говорю, может она мне, эпилепсия здесь ни при чем, какая эпилепсия? Не только во время эпилепсии падают и глотают язык. Могут хоть когда. Нет, черную можно, красную нельзя. Значит, когда она уезжала в Грузию, я говорю, бабушке позвонила своей, я говорю, пожалуйста, вместе с книгой в книгу положи вот это, запиши. Это она не всем давала. Я говорю, запиши, пожалуйста, отправь нашей бабушке, другой бабушке заговор ее свекрови, маминой матери. Мне иногда говорят, ой, там путается в бабушках. Ни в чем я не путаюсь. Просто мои все бабушки чем-то обладали. Сильнее всего была папина прабабушка. Вот и все. Но папина мать тоже знала это. Понимаете, даже мама моя некоторые вещи знает. Я помню, когда мама нашу соседскую корову вылечила в России. Ой, она нам целый месяц молоко носила. Ой, спасибо, Нина, спасибо. Без тебя там она бы сдохла. Она помирала, что-то у нее плохо было. Вот, и говорит, мол, какая-то соседка пришла, похвалила мою корову, после этого ей плохо. И вот моя мама ходила 3 вечера, ну так, в сумерки, заговаривала эту корову, я до сих пор помню. Я говорю, если ты это умеешь, что не делаешь? Не-не-не-не, я только так иногда. Боится, боялась. Не все смелые, дорогие люди. Так вот я вам даю сейчас этот заговор, и я вас прошу пользоваться этой работой очень, скажем так, внимательно, очень избирательно, как и любой работой. Ой, блин, вот как не хочется материться в прямом эфире, реально уже как достали. Это просто кошмар какой-то. Но в любом случае учтите, это очень древняя вещь и очень сильная. Кто знает грузинский язык, для них легче будет это читать. В грузинском языке много наречий, поэтому в одном наречии может быть немножко не так, в другом наречии так. Учтите это просто и знайте. Итак, начнем. Я это выставляла в своей группе в Одноклассниках, потом удалила. Не знаю, кто-нибудь, может, и взял, и где-нибудь поставил. Может быть, у нас народ очень быстро это все, да, смекает. Ну, думаю, что нет. В любом случае, не имеет значения. Начали. Берите спички. Вот. Зажигайте и говорите. Шагилоцав твалисаса.
უცინ ჩემი თავისასა შინაურისასა გარეულისასა. Кинули. Дальше. Можете этот ритуал применить своему ребенку, но только ребенку, больше никому. Ребенку, которому еще нет 24 года. Дальше. Это хевсурское просто наречие, имейте в виду, поэтому это звучит немножко по-другому. Дальше. Перавнисаса. Перкмалисаса. Шенса. Втваласа. Втвалисаса. Твалавса. Отвлекайте вы меня, товарищи. Я так не могу. Или слушайте, или перестаньте задавать вопросы, иначе буду сейчас посылать реально. Еще раз начнем. Не имеет значения в конце саса или чего. Тупые существа. Это язык. Это древний язык. И это заговор магии. И кто над ним смеется, очень сильно пожалеет. Начали дальше. По новой. Шагилоцап твалисаса. Уцин чеми тависаса. Შინაურისასა, გარეულისასა, პეროვნისასა. პერკმალისასა, შენსა ვთვალასა, ვთვალავსა, თვალში ნაცარი, გულში ლახვარი, ბანიდან მეხი, გარიდან ცეცხლი. Лоцва Чемс, ваше имя. Вот кто на что учился, то ему и слышно, понимаете? Вот у кого саса чаще слышно было в голове, тот это и услышал. А нормальный человек услышал просто заговор на другом языке. Вот и все. Все, что я могу сказать. А смеяться над другими языками может только моральный урод. Дальше. Еще раз. Начали. Шагилоцав, твалисаса, уцин чеми тависаса, შინაურისასა, გარეულისასა, პერავნისასა, პერკმალისასა, შენსა ვთვალასა, ვთვალავსა, თვალში ნაცარი, გულში ლახვარი, ბანიდან მეხი, გარიდან ცეცხლი, ლოცვა ჩემს, ваше имя. Когда это все сказали, да пускай думают, что хотят. Мы с вами знаем, что это очень сильная работа, которая очень хорошо вам поможет. Вот вы это все сказали, в конце последнее зажигайте спичку и говорите: Лоцва чеми рчеба твиса. Дальше. Лоцва чеми рчеба твиса.
лоцва чеми рчеба твиса. Кинули сюда. Это обращение не к христианству, ни к какому-либо эгрегору. Это обращение к древним силам природы. Хевсурское наречие, он предлагает, то есть в конце предполагает слово «аса», что означает «от этого», «твалисаса», «от глаза», там «от первого», «от второго», «аса». Это артикль «аса», который соединяется со словом и говорит о том, от этого или от того. Больше ни о чем не говорим. Правильно, Роман. Кто что услышал, тем и занимается. Теперь берите эту воду и послушайте меня внимательно. Сейчас идете. Я иду вместе с вами в ванную. Умываете лицо и протирайте подолом платья или майкой то, что на вас есть. У вас резко закружится голова, и будет такое ощущение, как будто полностью по всему телу просто пошли мурашки, как будто у вас что-то оторвали, и вам очень сильно станет легче. Это очень сильная работа, дорогие друзья. Я вам дарю, я могла вам не дарить это, я могла бы просто оставить себе. Это очень сильная работа. Вы можете проводить со своими близкими, то есть с детьми только, да. Если человек лежачий и не может двигаться сам, вы можете этому человеку это провести. Больше никому и никак, только себе. Каждый раз, когда у вас на работе будут страшные... Подождите, скажу про спички тоже. Блядь, из какого хлева вылезли? Когда у вас на работе будет трудности, когда у вас будет гонение, когда вы чувствуете, что вам тяжело, когда ваши дела никак не идут вперед, вот это сделайте. Вам все внизу напишут, объяснят, немного терпения. Дальше. Берем эту воду, сейчас идем. Попробуйте умыть лицо так, чтобы спички не выскочили. Спички потом просто вынесите на улицу. Оставите с откупом, с 3 монетами. А можете просто выкинуть. Это не имеет такого великого значения. Просто желательно, чтобы вы откупались все время от сил, так будет лучше. Вот и все. Отнесли вместе с вами. И вы сами сейчас почувствуете, что это такое.